Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами в подмосковном Звенигороде. Это небольшой старинный городок, расположенный в 30 километрах к западу от Москвы. Город Звенигород в письменных источниках упоминается с XIV века, хотя некоторые исследователи приписывают основание города Юрию Долгорукому. Название свое, вероятно, он получил из-за постоянного звучания колоколов множества его церквей. А начнем мы с нашей постоянной рубрики. Станция Звенигород – это тупиковая станция на ветке Голицыно-Звенигород. Расположена на южной окраине города, примерно в 3,5 километрах от центра города. От станции в город пассажиры добираются автобусами. Станция была основана в 1925 году. Современное здание вокзала станция получила к Московской Олимпиаде в 1979 году. Реконструкция на станции была произведена в 2008 году. В расписании преимущественно электрички, связывающие станцию с Белорусским вокзалом, но также есть возможность попасть напрямую в Дмитров, Лобню, Игшу. Поезда дальнего следования на станцию не прибывают. Ну а мы с вами отправимся в город. Улица Московская является центральной туристической. Все основные туристические достопримечательности расположены по этой улице. Улица односторонняя, и мы пройдемся по ходу движения транспорта. Строительство церкви Александра Невского началось в 1898 году, и в мае 1902 года церковь была освящена. Решение о возведении храма в Звенигороде было принято собранием городских уполномоченных в память императора Александра III. В 1938 году храм был закрыт, в нем находились различные учреждения, от женского общежития до Звенигородского узла связи. В 1991 году здание возвращено церкви. Напротив церкви разбит сквер, в котором находится памятник основателям Звенигорода, преподобному Саве Старожевскому и князю Юрию Звенигородскому. Открыт в 2005 году. Скульптор памятника – народный художник Андрей Ковальчук. Памятник представляет из себя скульптуры московского князя и преподобного настоятеля монастыря, которые много сделали для развития города. Именно князь уговорил преподобного Саву, являвшегося учеником Сергея Радонежского, основать вблизи города Савино-Старожевскую обитель. Великий князь держит шлем в руках, он внимательно и почтительно слушает старца. Тут же в сквере можно посмотреть карту Звенигорода 1934 года, согласно которой Звенигорода в 1934 году еще не существовало. Но будем считать, что это мелкая недоделка, так же как и камера, которая смотрит в дерево. Надеюсь, что они будут устранены к окончанию реконструкции. Если свернуть с улицы Московской на улицу Некрасова перед гостиницей «Звенигород», то на территории историко-архитектурного и художественного музея можем увидеть бюст Карла Маркса, а чуть подальше около телефонной станции можно поностальгировать на переговорную телефонную будку. В советские времена межгород приходилось заказывать и общаться с родственниками и знакомыми из другого города вот в таких вот телефонных будках. Ну а напротив здания Ростелекома расположена городская библиотека имени Чехова. Тут многое названо именем этого писателя, это примерно как Циолковский для Калуги. Вернемся на Московскую. Уютные, одно-двухэтажные дома. Звенигород называют русской Швейцарией. Если бы не засилье машин, то может быть. Хотя такое название вроде как относится не только к самому городу, но и к его окрестностям. Купчий двор – такое туристическое завлекалово. Это торговые домики под старину с разными кафе и ресторанами, сырной лавкой, сувенирными магазинчиками. Самая знаменитая уроженка Звенигорода – Любовь Петровна Орлова. Легендарная актриса советского кино, звезда картин «Веселые ребята», «Цирк», «Весна» и многих других. Любовь Петровна родилась в 1902 году. Родители ее принадлежали к дворянству, а по материнской линии состояла в дальнем родстве с графом Львом Николаевичем Толстым. Актриса везде указывала происхождение из служащих. Вероятно, так появлялось меньше вопросов. Роль в кино, которая принесла ей успех, состоялась у Орловой, когда ей было за 30. Фильм «Веселые ребята» понравился и зрителям, и руководству страны. Многие сравнивали ее с Марлен Дитрих и считали любовницей Сталина, хотя сама она видела вождя только один раз. Памятник актрисе открыт в 2016 году, а в 2007 году открыл свои двери культурный центр имени Любови Орловой. Теперь он каждый месяц принимает музыкальные и театральные фестивали, организует концерты российских звезд и премьеры кинофильмов. Напротив в сквере установлен памятник Чехову. В уездной больнице Звенигорода писатель работал некоторое время в должности земского врача. Здесь же в сквере проводится ретро-фотовыставка, посвященная стадиону «Спартак».
В советское время стадион «Спартак» был гордостью Звенигорода. Сюда приезжали выдающиеся легкоатлеты. Здесь готовилась к чемпионату мира сборная штангистов и даже проводили репетиции открытия Олимпиады 1980 года. Жители играли в волейбол, баскетбол, футбол и хоккей. Участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, сдавали нормативы ГТО, играли в городки, а зимой под музыку катались на коньках. К началу десятых годов стадион пришел в запустение, и местные власти хотели отдать территорию под застройку. Но жителям удалось отстоять стадион, и в сентябре 2022 года он вновь был открыт. Немцам взять Звенигород не удалось. В конце ноября 1941 года фашисты вплотную подошли к городу. Советские солдаты были вынуждены заминировать банк, типографию, узлы связи, почту. Немцы уже праздновали победу, разбрасывали листовки, сообщающие о захвате города. Но город им не покорился. Уже 5 декабря немцы были отброшены. Памятный мемориальный комплекс воинской славы состоит из братской могилы, гранитной плиты, памятника советскому солдату и горящим перед ним вечным огнем. Открыт памятник в 1948 году. 5 декабря 2021 года, в день 80-летия разгрома фашистов под Москвой, на мемориале были установлены бюсты героев Советского Союза Василия Фабричного и Михаила Андреевича Пронина. На пересечении улицы Московской с улицей Пролетарской в бывшем доме Глухаревой на втором этаже располагается музей «Назад в СССР». Я бы сказал, что это одно из рекомендованных для посещения мест. Скучно не будет ни взрослым, ни детям школьного возраста. Музей создали местные активистки, которые с любовью собрали все экспонаты. Они же и проводят экскурсии. В музее выставлены вещи периода с 40-х до 90-х годов 20 века. Также в помещении музея работает пельменная, тоже с претензией на возвращение в СССР. Можно перекусить или приобрести какие-нибудь сувениры, как, например, а-ля советская жвачка. Правда, сделана она в Китае. Храм Вознесения Господня. Каменная церковь в стиле классицизма. Двусветный одноглавый четверик с трапезной и многоярусной колокольней была построена в 1792 году. Закрыта в 1930 году, сломана в 1941 году. На месте церкви какое-то время был памятник Сталину, а потом просто пустырь. В 2003-2007 годах на старом месте построена новая кирпичная церковь с теми же престолами. А мы с вами добрались до остатков городского парка Звенигорода. Закладной камень мемориала воинам-интернационалистам установлен перед одним из входов в парк в 2014 году. В 2021-2022 году проводятся работы по обустройству городского пространства города Звенигорода, в результате чего парк получил новые малые архитектурные формы, обустроенные асфальтовые дорожки. Не обошла своим вниманием реконструкция и Малиновый овраг. Согласно планам, полная реконструкция должна закончиться к концу 2022 года. Но не может быть все так гладко в городе, где недвижимость скупается жителями столицы в неимоверных количествах. Часть территории городского парка, которая была значительно больше при советской власти, попала под элитную застройку. А теперь наш путь лежит на улицу Советскую. Почетное звание «Населенный пункт воинской славы» город получил в 2017 году. А в 2019 году в сквере на Советской улице был открыт мемориал. Мемориал представляет собой квадратную гранитную колонну с ромбовой капителью. На гранях обелиска размещены барельефы, изображающие воинов-освободителей. Установлены гербы Московской области и Звенигорода. Расположена стела в сквере на Советской улице. Пройдем чуть дальше, и перед нами баня на Советской. Если бы не вывеска, то смахивает на какой-то барак для рабочих. А вот приключение памятника вождю мирового пролетариата – это целая история. Первый памятник Ильичу был установлен 25-26 октября 1926 года в сквере на улице Московской.
вот здесь рядом с фонтанчиком. В 1991 году местные вандалы на волне политических событий в СССР частично разрушили памятник, варварски отбив правую указывающую руку. Памятник был снят, впоследствии был разбит на 3 части. Далее скульптура была восстановлена. Памятник после реставрации был вновь установлен 28 сентября 2000 года и через месяц официально властями города был открыт. 17 декабря 2003 года под покровом ночи памятник Ленину был сбит с постамента стрелой крана, который незамедлительно скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Власти города, не найдя ничего лучшего, объяснили общественности, что скульптура самопроизвольно упала от сильного ветра и мороза. 11 сентября 2011 года, в день города Звенигорода, произошло открытие нового памятника Ленину в сквере по улице Советской у хлебозавода, где сейчас он и стоит, но это еще не все. И этот памятник простоял недолго. В 2012 году бюст Ильича таинственно исчез. На официальное заявление в полицию Звенигорода был получен формальный ответ, что бюст находится в администрации на реставрации. 22 ноября 2014 года в городском парке культуры и отдыха на улице Чехова, где мы только что с вами были, был открыт 3-й по счету временный новый бюст. 18 апреля 2015 здесь же в парке культуры и отдыха совместно с администрацией Звенигорода был открыт 4-й по счету памятник вождю мирового пролетариата. А недавно этот бюст был снова перенесен обратно к хлебозаводу в сквер на Советской. Что хочется сказать в заключение. Город активно обустраивается и развивается. Идеально подходит для однодневной поездки из столицы или других близлежащих городов. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем городе.